Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать ажурный джемпер изумительно красивым узором. Я сейчас приближу, и вы поймете. Это необычный узор с вытянутыми петлями, такими перекрученными. Очень красивый узор. Просто, когда я увидела, я воскликнула: «Ах, как это красиво!» И тут же начала делать мастер-класс. Значит, у нас будет сегодня разрабатываться описание на, получается, 6 размеров с 44 по 54 размер. Мы будем с вами детально прорабатывать каждую последовательность нашего действия, то есть по вязанию инструкция будет составляться, соответственно, у нас будет участвовать в этом и схема, и выкройка. Мы будем вязать образец, делать соответствующие расчеты плотности по горизонтали, по вертикали, влажно-тепловую обработку образца. Затем буду я вам подробно рассказывать, как расположить узоры, сколько петель сюда, туда, в общем. И описание мы будем составлять, которое я выкладываю всегда под видео, девочки. Так, давайте сейчас начинаем с самого основного и важного — выбора пряжи и спиц. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого джемпера я выбрала пряжу Alize Cotton Gold. Это турецкая пряжа, 100 грамм, 330 метров. У нас с вами цвет будет использован 161, 55% у нас хлопок, 45% акрил состав. Очень хорошая мягенькая пряжа, приятная весьма-весьма. Вязать из нее хорошо, очень удобно. Она хорошей скруточки, я вам это показываю, да. Спицы мы будем использовать 3,5. И вот так выглядит наш узор. Здесь 2 раппорта связаны в высоту и 4 раппорта в ширину. Самый красивый его элемент — это, конечно, вот эти перекрученные петельки, вытянутые. Это необычайно красиво смотрится и вяжется. При определенной сноровке это становится приятным и удобным, вязание этого узора. Если у вас только, может быть, первый раз что-то там не получится, то со второго, я вас уверяю, наловчитесь и все сделаете, поверьте. Проверено. Вот видите, я провязала, я просто, когда вязала этот узор, я испытывала какое-то эстетическое наслаждение, поскольку он очень красивый и необычный. Я вам сейчас покажу, еще вот так приближу. Смотрите, понимаете, он действительно необычный. Представьте, как изящно, как привлекательно будет витиеватый этот узор смотреться в джемпере, да, в топе, в джемпере, в любом изделии, да, можно без рукавов связать, но это просто что-то грандиозно прекрасное, да. Итак, давайте с вами сейчас посмотрим схему этого узора. Мы будем вязать его, и я не думаю, что попетельно у вас вызовет какой-то дискомфорт этот узор. Он довольно простой. Специально приблизила вам картиночку, чтобы вы внимательно, детально посмотрели на вырез горловины. Да, спущенный рукавчик у нас будет, V-образный вырез горловины, девочки. И я не случайно вам так приблизила. Посмотрите внимательно. Вы здесь, если у вас недостаточно опыта, можете столкнуться с тем, что вот в этих вот местах будет сложно сделать убавки вам равномерно и не ошибиться по узору. Да? Здесь у нас очень много накидов и так далее. Поэтому я могу вам предложить один из вариантов сделать вырез лодочкой. То есть никакого V-образного ничего нет, просто вот так идет здесь. Да? Вы знаете, наверняка многие встречались с таким вариантом оформления вязания изделий, да? Вырез лодочкой. То есть просто без всяких вырезов, без всяких вырезов горловины вяжется 2 полотна.
Сейчас на выкройке я вам еще раз это покажу. 2 полотна одинаковых. И просто сшиваются плечи, а здесь остается вырез. Это тоже будет красиво. Это мое, так сказать, предложение для тех, кто не слишком сильно как бы имеет опыт вязания, но очень хочется вязать данный узор, потому что он реально очень красивый. Вот. И сейчас я это все вам более подробно объясняю. Итак, давайте посмотрим. Схема узора. Вот такая схема узора. Делайте скрин, девочки. Смотрите, значит, 24 ряда у нас раппорт в высоту. Мы вяжем с вами 24 ряда первый раз, а все последующие ряды начинаются с 7 ряда. С 7 по 24 также чередоваться будет. Пусть вас не пугает обилие незнакомых таких вот здесь условных обозначений. Я вам сейчас их все открою. Они у меня есть на русском языке. Условные обозначения, пожалуйста, смотрите. Расшифровка у вас будет вот так выглядеть, да? Так. Вот это я все вам наглядно покажу. Самое сложное здесь, это, собственно, понять, что вот это такое. Что вот это такое, да? И, в общем-то, давайте выложу вам вместе с условными обозначениями и незнакомой схемой. Оставлю ссылочку под видео, девочки, под видео. Ссылочку на профиль в Одноклассниках своих. Так. Теперь давайте посмотрим выкройку. Вот такая выкройка. И вот я хотела бы пояснить вам, да, что это такое. Я имела в виду вырез лодочкой. Вот такой вырез. Просто прямоугольничек. Поскольку у нас здесь даже пройма не вывязывается. Просто прямоугольничек. Что перед, что спинка. И здесь вот по линии плеча это все сшивается. А здесь остается красивое, интересное оформление. Будет очень эстетично и красиво смотреться, если вы закроете лицевыми петельками в лицевом ряду, да, будет красиво смотреться. Рукав тоже из-за своей специфичности, видите, вяжется вначале прямой, а потом узор специфичный, маленький такой скос делается. Ну, в общем, девочки, сейчас я вам показываю описание, которое я составила. Вот оно у нас вот такое. Сейчас я его, конечно же, увеличу. И вот эти размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54. Расход пряжи 500-600 грамм. Спицы используем 3,5. Пряжу вы видели, да? Описание вязания, все перед вами. Откуда берутся эти петельки, я тоже объясняю, почему именно столько, да? Мы расчет плотности с вами делаем, поэтому отсюда мы и берем. Я все рисую вам, как расположить узоры, да? Про резиночку, здесь особая резиночка у нас со скрещенными петлями. Скрещенная петля, если кого интересует, кто не понимает, что это такое, объясню. Смотрите, я вяжу бабушкины петли, я вяжу лицевую петлю за заднюю стенку. Если вы классическим методом вяжете петли, то вы вяжете, скорее всего, лицевую за переднюю стенку. Да? То есть теперь надо просто поменять местами. В моем случае я бы стала вязать за переднюю. В вашем случае, если вы классическим вяжете, то вам надо связать за заднюю стеночку лицевой петлю. Она будет такая вся скрещенная. В изнаночном ряду эти петли тоже провязываются изнаночной скрещенной, то есть наоборот. Так, ну про вырез горловины расскажу я, сколько петелек придется на вырез горловины, сколько на плечике. Все подробнейшим образом расскажу вам, да, как рассчитать скос по вырезу горловины и скос по рукавчику. Тоже все мы это подробнейшим образом смотрим. Сколько набирать петель, как располагать, я это рассказываю. И вот сборочка у нас идет. Сборочкой мы обвязываем вырез горловины изнаночной платочной вязкой. Кстати, здесь такой термин я впервые встречаю, да. Обычно у нас платочная вязка
Это все петли во всех рядах, и в изнаночных, и в лицевых мы вяжем лицевыми петлями, да. А здесь вот такой термин, значит, изнаночная платочная вязка. Все ряды вяжутся только изнаночными петлями. И когда мы будем с вами вязать образец, я буду на это обращать внимание. Пожалуйста, посмотрите видео до конца. Не будьте такими самоуверенными. Так, все я вам разложила, рассказала. Давайте теперь с вами свяжем этот образец узора. Если вы обратите внимание, у нас с вами, смотрите, череда идет одинаковая. Первый ряд и 19 ряд, да? Для образца набираем с вами 42 петли, я набрала для образца. Вот, и у меня, значит, 10 петель раппорт, то есть 4 раппорта у нас будет, по центру 3, и 4 делится пополам. На 5 петель самый крайний правый и 5 петель самый крайний левый. Так и вязать мы с вами будем в полотно, когда будем распределять петли с раппортами. Так, раппорт у нас составляет с 1 по 24 ряд. Как я уже сказала, повтор идет с 1 по вот первый ряд, 3 и 5. Это то же самое, что 19, 21 и 23. Вот. И начинаем мы с вами, девочки, первый раз провязываем с 1 по 24 ряд, а затем повтор раппорта будет каждый раз с 7 по 24, с 7 по 24. Да? Поскольку у меня уже середина узора, я начинала все правильно, видите, а потом идет повтор. И теперь я вам показывать сейчас буду, то есть первый ряд у меня равен 19, да? Смотрите, это очень интересный ряд. У нас идет платочная вязка, только не как мы привыкли, все петли лицевые во всех рядах, и в лицевых, и в изнаночных. А здесь идет платочная вязка, связанная изнаночными петлями. То есть и лицевые, и изнаночные у нас вяжутся только изнаночными петельками. Поэтому сейчас у нас с вами все петли будут изнаночные. Вот так. Все петли изнаночные. Но это будет считаться платочная вязка. Платочная изнаночная она будет называться. Итак, вяжем с вами. Первый ряд равен 19, да? То есть мы вяжем с вами платочную изнаночную вязку. Все петли провязываются изнаночными. Вяжем так до конца ряда самостоятельно. Второй ряд. Все петли провязываем изнаночными. Вяжем до конца ряда все петли изнаночные. Третий ряд у нас все петли изнаночные. До конца ряда вяжем все петли изнаночные. Третий ряд. Четвертый ряд все петли изнаночные. Это наш изнаночный ряд, и тут все петли изнаночные вяжем. До конца ряда вяжем самостоятельно все петли изнаночные. Как вы привыкли, не обязательно как у меня, да, то есть любым способом вяжем свои изнаночные петельки. Пятый ряд у нас, девочки, сейчас все петли будут лицевые вязаться. Вяжем все петли до конца ряда лицевыми. Самостоятельно вяжем. Давайте, не буду я это показывать. Так, вы умеете вязать. Так, и шестой ряд вяжем изнаночными петлями. Седьмой ряд вяжем. Начинаем. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжем 3 изнаночные. Итак, связали с вами 5 петель перед раппортом. Вяжем целый раппорт. 3 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном
вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому вот таким образом, девочки, делаю. Меняю петельки местами, вторая у меня поверх первой накидывается, 2 вместе я провязываю. Вы вяжите как привыкли. 2 накида, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные. Так, затем вяжем точно такой же, повторяем раппорт, точно такой же, да, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 накида и 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные. Третий раппорт повторяем. Снова 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 накида, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 5 петель у нас осталось, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, кромочную вяжем изнаночной. Связали. Я буду показывать, девочки, вязание, наверное, всего ряда целиком, потому что, ну, в общем, здесь важно, да, важный момент. Итак, все, значит, четные ряды мы вяжем сейчас изнаночными, вернее, вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными петельками. Двойной накид я провязываю изнаночной первой, второй лицевой. Можно наоборот, без разницы. Вяжем, как смотрят петли. Сейчас я еще покажу. Иногда советуют вязать лицевой и скрещенный лицевой. Смотрите, ну так проще. Вяжем первую изнаночную, да, а второй накид лицевой и так далее. Продолжаем. 9 ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Вяжем раппорт узора. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые по центру, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Раппорт связали. То же самое вяжем с другими раппортами, повторяем. И за раппортом вяжем 5 петель. Следующим образом 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд у нас с вами 5 петель вяжем перед раппортом. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Теперь вяжем раппорт узора. Изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые по центру. 1, 2, 3, 4. Снова накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. За раппортом вяжем 5 петель. Следующим образом. Первая изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. Накид и провязываем изнаночную. 13 ряд 5 петель перед раппортом. 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали. Теперь вяжем раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки меняю местами. Делаю накид
И по центру вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Связали раппорт узора. Повторяем раппорт. Так, у нас с вами 15 ряд. Вяжем 5 петель перед раппортом. Значит, смотрите, делаем 2 накида, вяжем лицевая. Снова 2 накида, лицевая. 2 накида, лицевая. 4 раза так вяжем. Еще раз. 2 накида, лицевая. И делаем теперь 1 накид, тоже лицевая. Провязали 5 петель. Теперь вяжем раппорт узора. Смотрите. Накид, лицевая. И далее подряд вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз. Вот таким образом. 2 накида, лицевая 1. 2 накида, лицевая 2. 2 накида, лицевая 3. 2 накида, лицевая 4. 2 накида, лицевая 5. 2 накида, лицевая 6. 2 накида, лицевая 7. 2 накида, лицевая 8. Накиды можете вязать таким способом, как вам удобно. На себя, от себя, без разницы. Это не будет никак на узоре отражаться. И после этого вяжем 1 накид, лицевая. Раппорт связали. Повторяем точно так же раппорты. И за раппортом крайние 5 петель вяжем как накид, лицевая, 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая, 2 накида, лицевая, кромочная, изнаночная. Связали. Теперь 16 ряд, смотрите, очень интересный ряд. Сейчас мы с вами будем спускать наши накиды и вытягивать петли. А из этих петель вывязывать очень интересная фигура. Из 4 петель будем вывязывать 3. Спускаем первые 4 петли. То есть вот смотрите, я вытягиваю, накиды спускаю. Видите, петлю вытягиваю. Снова спускаю накиды, спускаю накиды. 4 петли у меня. Значит так, возвращаю их на левую спицу. Смотрите внимательно. Сейчас я это тоже все уберу. Смотрите, вернула на левую спицу. А теперь смотрите, провязываю изнаночной петлей все 4 петли сразу. Вот таким образом. Вытянула, но ничего не снимаю пока, не сбрасываю. Вытянула изнаночную, петля у меня на правой спице. Делаю накид. И еще раз через все эти 4 провязываю изнаночную. Вот у меня из 4 получились 3 петли, видите? И теперь сбрасываю. Вот так. Следующее. Будем сейчас из 2 петель, вот тут, вот этих, спускаем также накиды, вытягиваем 2 петли. Так, вернули их на левую спицу, из 2 сейчас будем 3 вязать, смотрите. Также из 2 вяжем изнаночную, делаем накид, и еще раз через них изнаночную провязываем. Из 2 3 провязали. Теперь следующее. Спускаем, следующие 8 петель удлиняем, да, спускаем накид, 1 петля, спускаем накид 2, спускаем накид 3, спускаем накид 4, 5, 6, 7, 8. По узору это легко ориентироваться. Это наши с вами по центру раппорта 8. Теперь они длинные петли, да? Теперь через все 8 делаем, из 8 провязываем 7. Через все 8 наших петель вытянутых, вот так, вяжем изнаночную петлю. Одну. Аккуратно вытянули. Делаем накид. И снова через все 8 вяжем еще одну изнаночную. 2. Еще также делаем накид. 3 вяжем изнаночную, все на одном уровне вытягиваем. И 4 раз делаем накид, вяжем изнаночную. Получилось 7 петель здесь. Считаем 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Видите? И после этого я сбрасываю все эти наши вытянутые петли. Вот, видите, что получается? По лицу потом увидите. Так, отлично. Из 8 7 связали. Следующие петли. Из 2 вяжем 3. То есть вот эти вот у нас остались. Вяжем. Раз, вытягиваем, 2. Все, вытянули 2 петли. И также делаем с вами изнаночную вяжем, накид. И еще раз через эти 2 изнаночные, накид. И после этого сбрасываем. Из 2 3 связали, да? Следующее у нас опять с вами идут 8, из 8 7. Также скидываю накид и вытягиваю петли. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Пересняли их на левую спицу и также вяжем изнаночные. Через все 8 вяжем изнаночные. Здесь важно правильно подхватить. Провязали изнаночную. Ага, не получилось. Давайте второй попытки. Провязали. Раз. Делаем накид. Снова провязываем изнаночную. Делаем накид. Снова провязываем изнаночную. Делаем накид. И еще раз провязываем изнаночную. Получилось 7 петель. А эти 8 скидываем. Все, они нам не нужны. Следующие идут опять 2 петли. Из 2 3. Скидываем накиды. Петли вытягиваем. Вот они у нас вытянутые, да? 2. Возвращаем их на левую спицу. Из 2 3 вяжем. Также изнаночная через все 2. 2 вместе изнаночной, да? Делаем накид. И еще раз. 2 вместе изнаночной. После этого скидываем петли. Теперь опять 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Возвращаем все 8 на левую спицу. Длинненькие, одной длины должны быть. Так. Вы понимаете, да? Тут очень очевидно по узору видно, что не спутаешь. Где у нас 8, а где 2, да? Все, 8 есть. Вяжем также через все 8, из 8 7 вяжем, да? То есть все 8 подхватываем на правую спицу, провязываем изнаночной петлей. Раз, сделали накид. 2, сделали накид. 3, сделали накид. И 4. Получилось из 8 7. 8 скинули. Дальше 2 опять идут петли из 2 3. Распустили накиды, вернули на левую спицу наши 2 петли, провязали изнаночная, накид, изнаночная. Из 2 3 связали и сбросили наши 2 петли. Ну и остались у нас в конце для симметрии из 4 3 вяжем, да? Сбрасываем наши 4. Раз, 2, 3, 4. Ну, тут тоже накид остался. Сбрасываем. Все 4 одинаковой длины. Теперь снимаем их на левую спицу и провязываем из 4 3. Также делаю 4 вместе изнаночный. Раз, делаем накид. И еще раз делаем, вяжем изнаночные. Из 4 3 связали. Все, видите, 3 петли у нас. И сняли эти 4 петли. Кромочную провязали изнаночные. Все, весь ряд провязали, 16 полностью. Вот так у нас на лицо должно смотреться наш узор. Смотрится. Вот так. Я бабушкины петли вяжу, у меня именно такой получается узор. Возможно, вы изнаночно вяжете по-другому, у вас будет в другую сторону, но суть от этого не меняется. В 17 ряду вам надо с протяжки добавить, сейчас здесь не хватает конкретно, значит, по краю не хватает по одной петле, понимаете? Поэтому мы их сейчас искусственно с вами из протяжки вытянем.
Сейчас будут все петли вязаться лицевыми, и одна крайняя будет из протяжки вытягиваться. Ну, я вот так ее вытянула, видите, добавила. А дальше все петельки вяжем лицевыми петельками. И считайте, девочки, у меня, значит, 42 петли участвовало, должно быть 42 петли, чтобы не ошибиться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28. Здесь тоже не запутаемся. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Кромочную провязали изнаночной. Отлично, все у нас с вами совпало. 18 ряд вяжем изнаночными петельками. У нас с вами 19 ряд. Вяжем. Сейчас у нас с вами все петли будут изнаночные. Вот так. Все петли изнаночные. Но это будет считаться платочная вязка. Платочная изнаночная. Она будет называться. Итак, вяжем с вами. Первый ряд равен 19, да? То есть мы вяжем с вами платочную изнаночную вязку. Все петли провязываются изнаночными. Вяжем так до конца ряда самостоятельно. 20 ряд, все петли изнаночные вяжем. Все петли до конца ряда, все петли изнаночные вяжем. Продолжаем самостоятельно. 21 ряд, все петли изнаночные вяжем. До конца ряда все петли изнаночные. Продолжаем самостоятельно. 22 ряд, все петли вяжем изнаночные. До конца ряда вяжем все петельки изнаночные. Самостоятельно вяжем до конца ряда. 23 ряд вяжем лицевыми петлями, девочки. Все петли до конца ряда лицевые. Вяжем самостоятельно. 24 ряд у нас все петли изнаночные. На этом раппорт узора заканчивается. И повтор узора повторять будем с 7 ряда. Подчеркиваю, с 7 ряда. С 7 по 24. Это только один раз мы вяжем с 1 по 24. Потом каждый раз с 7 по 24 ряд. Итак, узор у нас, девочки, связан. Вот так он сейчас выглядит. 2 раппорта у меня здесь. И сейчас мы будем делать влажную тепловую обработочку нашего образца, чтобы плотность посчитать. Итак, у нас с вами влажная тепловая обработочка. Обдаем наш образец горячим паром. И тщательно его вытягиваем. В разные стороны. Причем, девочки, не только мы делаем с вами в длину, но и в ширину его тянем. Не переживайте, что он там перетянется или что-то такое. Нет, он сейчас влажный, податливый. Отлично, все, у него сейчас петельки становятся на свои места. Еще разочек. Поактивнее, горячим паром, утюжком. Все, распрямили. И пусть сохнет наша красота. Итак, девочки, смотрите, прикладываем линеечку, наш образец. Давайте его вот так
встряхнем, да, чтобы он как бы вот принял ту форму, которая будет ему присуща, если он будет у нас готовым уже вязаным изделием. И прикладываем линеечку, все. Прикладываем линеечку 21 сантиметр. Давайте еще вот здесь прикладываем. Тоже 21 сантиметр, ну и здесь 21. Везде 21, отлично. Мы набирали 42 петли. 42 я поделю на 21. Получаем ровно 2. Запишем в 1 сантиметре 2 петли. Так, отлично. Теперь длину измеряем. Итак, 21,5 у меня получилась длина. Считаем ряды. У меня 42 получилось ряда. То есть мы связали целый раппорт. Я связала целый раппорт, это 24 ряда. И дальше я вязала уже с 7-го ряда. То есть, да, то есть получается еще 18 рядов. И так получилось 42 ряда. 42 ряда мы поделим на 21,5 сантиметра. Получим 1,95 по вертикали плотность. Запишем. В 1 сантиметре 1,95 ряда. Две цифры, которые нам понадобятся в дальнейших расчетах. Вот такая у нас будет с вами участвовать в описании выкройка. Составлять мы будем описание на 6 размеров: 44, 46, 48, 50, 52, 54. И соответствующая ширина, смотрите, первый размер 51 сантиметр, второй 56, и ширина спинки на третий размер 61 сантиметр. Перед и спинка у нас одинаковые, да, имеют. Отличается лишь вырезом горловины. Вырез горловины V-образный по переду. Так, ну и смотрите, значит, как всегда, сколько петель определяемся, будем набирать. Вот это число умножаем с вами на плотность, которую мы с вами определили по вертикали. 2 петли. Давайте. Значит, первый размер 51 сантиметр на 2. 102 петли. Да? Второй размер 56 сантиметров на 2. Плотность 112 петель. И третий размер 61 сантиметр на 2, 122 петли. Ну и соответственно, сами вы понимаете, что раппорт узор составляет 10 петель. Распределять будем раппорты, вязать именно так, как на схеме. Смотрите, девочки, первый раппорт вяжем половиночку. То есть, смотрите, 102 петли первый размер. Делим на 10 число петель в раппорте. И это будет у нас 10 раппортов. Да? Причем 9 раппортов у нас будут по центру располагаться, а 10 делится пополам, как у схемы. 5 петель самой крайне правой, 5 петель крайне левой. Понимаете, да? Рисую схематично, если непонятно. То есть 9 петель по центру идут. 9 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В каждом раппорте 10 петель. Итак, у нас здесь с вами сейчас 90 петель. Согласны? И 10-й раппорт делим пополам. По 5 петель у нас симметрично, справа и слева. То есть всего здесь 10 раппортов. И 2 кромочные, соответственно. Да? 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. Итого 102 петли у нас. 102 петли участвуют в узоре. Мы сейчас про узор говорим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Видите? Таким образом, располагаем мы с вами раппорты и вяжем узор на все другие размеры. С той лишь разницей, что число вот этих центральных раппортов будет увеличиваться. Для 48-50 размера их будет у нас 10 по центру и 11 делиться пополам. Для большого размера 52-54 их будет 12, по центру 10, то есть 11, и 12 будет делиться пополам. Вот такой расклад у нас
по узорам. Теперь давайте определим, сколько петель на вырез горловины придется и на плечи. Ну вот тут стоит величина 11 сантиметров. Ну, 11 сантиметров на все размеры, похоже. Автор модели так решил. Ну, то есть это 22 сантиметра ширина проймы, на 2 плотность умножаем, получаем 44 петли. Вот так и оставим 44 петли на все размеры. Ну и то, что осталось, это плечи, да, распределяем их каким образом с вами. Мы из большего числа 102 вычитаем. Давайте на примере первого размера. 102 петли, отнять 44 петли, вырез горловины, получаем 58 петель на плечи. Делим на 2 плеча, на каждое плечо 29 петель. Также я посчитала на другие размеры, у меня получилось 34 и 39 петель соответственно. Теперь что касается рукава. Переходим к рукавчику. По низу я тоже посчитала. Здесь вот смотрите, стоят мерки. Здесь будет вязаться по низу рукавчика планочка резиночкой, да, затем идет узор. Вот эти петли относятся к узору, девочки. Планочка самой своей там жизнью я напишу в описании, сколько петель набирать. Там для этой резиночки должно быть нечетное количество петель. Здесь такая же, кстати, резиночка. Так, и в общем у меня получилось на первый размер 52 петли, а на второй 62 петли. Ну, чтобы четное целое число раппортов, да, уместилось. Здесь будет 5 раппортов, соответственно, по 10 петель, здесь 6 на 2 следующих размера. И вяжем прямо вот таким образом рукав и до определенной высоты, то есть 26 сантиметров. 26 сантиметров переводим в ряды сразу с помощью вертикальной плотности. Помните, у нас вертикальная плотность в 1 сантиметре 1,95 ряда. Поэтому мы 26 умножаем на 1,95, получаем 50 рядов. Когда вяжем, девочки, обязательно используем понятие ряды. То есть мы не сантиметрами измеряем, а рядами. Для чего это делается? Ну, дело в том, что после стирки изделие вытягивается, да, становится не то, что было во время вязания. Чтобы этого избежать, надо учитывать плотность. Поэтому 50 рядов переводим в раппорты легко. У нас, значит, смотрите, первые идут 6 рядов, а потом повторятся с 7-го, да? То есть 1, 3, 5, 7, 9, 11. То есть посчитаем с вами в раппортах. Смотрите, у нас с вами идет с 7-го ряда повтор, то есть 18 рядов. Это только первый раз мы связали 6 еще у нас добавилось вначале, а потом идет 18 рядов раппорт. Поэтому считаем с вами следующим образом. Наши петли, наши ряды, 50 рядов, переводим в раппорты. Для этого 50 рядов, 50 мы с вами поделим. Из 50 рядов отнимем, давайте сразу 24 первых, чтобы не путаться, да, 26. Ну, то есть у вас здесь получается, смотрите, первый раппорт идет 24 ряда, да, затем идет раппорт 26 поделить на 18 рядов. Укороченный раппорт идет, и получаем еще один раппорт 18 рядов и из 26 отнять 18, еще 8 рядов раппорта. То есть вот в этом ряду 7 связали, изнаночный 8 связали, все. Здесь начинается формирование скоса рукава. Вот, девочки, вот здесь по схеме. Понятно, да? То есть вначале вяжем 24, потом 18 и еще 8 рядов по схеме. Скос рукава мы тоже будем формировать, значит, исходя из величины самой широкой части рукавчика. Я посчитала, у меня получилось первые два размера 72 и 72 петли, второй размер большой 82 петли. Поэтому устно считать можно, да? Если здесь 62 по низу, а здесь 72, то всего будем 10 петель прибавлять. То есть по 5 петель у нас
на первые 2 размера скос будет составлять, а по 10 петель на 3 размер скос прибавки. Их надо распределять равномерно. Для этого смотрим высоту скоса. У меня на выкройке это величина 15,5 сантиметров. Перевожу в ряды. Смотрите, 15,5 умножить на раппорт, на вертикальную плотность 1,95. Это 30 рядов. То есть на 30 рядов надо равномерно распределить 5 петель и 10. Ну, вот устно делим 30 на 5. В каждом 6-м ряду, да, делаем прибавки на первые 2 размера. 30 поделить на 10. В каждом 3-м на 3-й размер делаем прибавки. Все. Получаем в итоге через 30 рядов вот эти величины. 72, 72 и 82 петли. Закрываем все петли, собираем наш с вами джемпер, сшиваем все детали и делаем планочку, обвязываем по вырезу горловины планочку. Как это все сделать, я в описании вам выкладываю под видео. Смотрите внимательно. Там каждое ваше действие я описываю, как это правильно сделать. Все попетельно там разложено. Нужно просто внимательно читать. Да? Теперь, что касается V-образного вот этого выреза горловины у переда и спинки. Смотрите, здесь тоже свои нюансы. У нас с вами будет убавляться 22 петли по одному скосу и, соответственно, 22 петли по другому скосу. Да? То есть всего 44 петли надо убавить на все размеры. В каждом 2-м ряду делаем убавочку, да, и все, что остается, вот здесь вот на выкройке показано, да, на разные размеры. Здесь будет разная величина. На 1-й размер вообще ее не будет. 42 ряда я перевела. То есть, ну, как бы вот так получается. А вот тут уже будет оставаться, смотрите, 48 на 22, сколько там, то есть 44, то есть 4 ряда здесь, а здесь вообще еще больше рядов будет оставаться без убавок. Ну, то есть как бы вот так. Здесь очень нужно быть осторожной, поскольку узор такой, что необходимо обязательно нам соблюдать вот эти вот накиды, чтобы совпадали, да, накиды, чтобы совпадали, следить за этими, с сокращениями, с убавками. То есть постоянно, в общем, здесь не самый легкий момент будет у вас вязания, самый тяжелый. И если у вас мало опыта, девочки, то лучше, наверное, связать обычный вырез, вот такой закругленный. Это намного проще будет. Вот. Или вообще лодочкой связать, то есть просто спинку и перед вот так одинаково связать, да, и все. И не мучиться, скажем так. Ну и считаю, что я должна была вас предупредить о сложностях, которые у вас тут возникнут при формировании V-образного выреза, поскольку узор непростой, да, очень много накидов там, непростой узор, нужен опыт. Поэтому для облегчения, как бы для начинающих, ну, скажем так, мастериц не слишком опытных, но желающих очень связать такой красивый джемпер, я даю рекомендацию связать лодочкой. То есть вообще никакого выреза нет, просто здесь оставляете при сшивании вот 44 петли отсчитываете посередине, да, а здесь просто плечики, да, никаких вырезов не делаем, вообще не формируем, просто чисто полотно идет. Будет тоже красиво, согласитесь, девочки, все равно будет это красиво. Вот. И можно крючком потом этот вырез обвязать одним рядом столбиков без накида. Вот и все. В принципе, она и так при закрытии будет хорошо, аккуратно смотреться петель. Если по лицу лицевыми закроете, будет и так замечательно. Одинаково сделайте, красиво, эстетично будет выглядеть вырез горловины. Это летний джемпер, он легкий, и поэтому не нужно здесь никаких этих наворотов. То есть послушайте мою просто рекомендацию, а, конечно, принимать решение это вам. Все описание будет выложено под видео. И до новых встреч, мои хорошие. Удачи вам!